Друзья, сегодня поговорим на такие темы. Ограничения по пребыванию вне Испании. Сроки действия ВНЖ при пандемии. Исключения, касающиеся запрета въезда в Испанию. Оформление нотариальных актов по Zoom. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете ваши вопросы в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых ответах, о новых видео. И задавайте ваши вопросы в комментариях, вопросы, которые касаются Испании, конечно. Я найду специалиста, самого лучшего, самого профессионального человека, который ответит на ваши вопросы. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат из города Барселона Давид Виадер. Давид, добрый вечер. Добрый вечер, Алекс, как дела? Все нормально. Живем, боремся. Боремся с пандемией. Будем преодолеть все бури и ветра. Это то, что говорит песня из Петербурга. Давид, вот такие вопросы сегодня тебе задали. Имею пятилетнюю визу ПМЖ, резиденция в Испании. Сейчас уже 5 месяцев нахожусь в России. Есть ли ограничения по моей визе по пребыванию вне Испании? Сколько я могу еще быть в России? И, может быть, есть какие-то послабления в связи с COVID-19 и отсутствием авиасообщений? Хорошо. Надо сказать, что я знаю некоторые случаи, очень разные между ними. Надо сказать, что иногда проблема находится в аэрокомпании. Значит, человек имеет визу, имеет все нормально, но в итоге аэрокомпания или отменяет рейс, или просто не разрешает гражданина быть на борту. В этом надо сказать, отвечая прямо на вопрос, надо сказать на этого человека, что если у него есть постоянное место жительства, в принципе, чтобы потерять ПМЖ, он должен быть вне Евросоюза, конечно, если он в России, он вне Евросоюза, больше одного года, значит 12 месяцев. Он говорит, что только, я слышал, что только 5. Поэтому, и надо сказать, что 5 было, из этих 5, 2 или 3 было внутри периода объявления повышенной готовности. Поэтому... То есть это, получается, это как скидывается? Эти вот месяцы тоже отбрасываются, да? Да, поэтому надо этого иметь в виду. Но, конечно, то, что я сравниваю с делом, которое у меня есть, гражданина из Петербурга, она уехала в Россию, муж умер в сентябре, она уехала в Россию, но у нее есть ПМЖ. Я сказала, пожалуйста, вы будете потерять, если вы будете больше одного года, вы будете потерять право на этого, потому что это жаль. И то, что она сказала, хорошо, в марте я возвращаю, хорошо, что случилось, мы знаем, что случилось в марте. Тогда я порекомендовал ее от марта доказывать, что у нее уже была виза на приезд в Испанию, который аэрокомпания отменил рейс и не смог. Уже был куплен билет. Получил билет тоже. И не смог приехать. Попозже, 2 или 3 месяца попозже, она снова тогда аэрокомпания не продавала билеты. Тогда я требовал от нее, пожалуйста, распечатайте эти объявления, которые аэрокомпания объявляет на веб-сайте, чтобы, потому что в настоящий момент, соответствующий момент у нас мы будем в состоянии доказывать, что если вы в итоге были 1 год вне
Евросоюза, это не было по вашему вину. Это было потому что и была пандемия, была аэрокомпании отменили билеты, и рейсы, и все это. Поэтому, в принципе, если только 5 месяцев не должен иметь, не должен жаловаться, в принципе. Но если эта ситуация продолжается, я рекомендую, конечно, не купить билет, если не можно лететь, но быть очень внимательным на информацию, которую объявляют на веб-сайте аэрокомпании. Смотри, поэтому я говорю, что последнее слово имеют аэрокомпании. Вот пример. Два семья из Петербурга, муж, жена и ребенок. И она тоже в беременности. 5 месяцев. Что случилось? Они хотели приехать в Испанию. У жены и у дочки было вид на жительство без права на работу. Но первая заявитель была жена. Мужу не поинтересовало это, потому что у него есть очень хорошая работа в России, и он едет и приедет. Что случилось? Что в моменте быть в аэропорту аэрокомпания не разрешила его быть на борту, быть в самолете. И только приехали жена с беременностью и дочка. А у него нет вид на жительство или есть? Но ошибка была, что он купил туристический визу. Он. Поэтому, я думаю, что если он купил бы длительный виза например, такой виза, который у меня есть, это профессиональная виза, что есть долгосрочная. Я думаю, что эта проблема, может быть, у него не была. Но не знаю почему, он только только оформил туристическую визу. И аэрокомпания сказала, что... И в итоге я знаю, что он представь себе, жена в беременности с дочкой приехала в Испанию с чемоданами ночью. Они живут не в Барселоне. Это ситуация сложная. Но то, что он сделал, я думаю, что он связался с другим человеком, который имел ту же проблему, и они приехали, я думаю, на машине из Финляндии, и больше не знаю, но знаю, что важно здесь, что подтверждает, что последнее слово имеет аэрокомпания. Очень важно иметь первую информацию прямо от аэрокомпании. Давид, вот я, смотри, у меня, вот он говорит, что отсутствием авиасообщений, и у него есть ВНЖ. Вот у меня знакомые, имея гражданство России и ВНЖ Испании, ездили без проблем. Хорошо, нет прямых авиарейсов, но можно ехать через Амстердам, да, там через Турцию, с пересадками всегда можно найти. Да, но это говорилось о Греции, например, и я думаю, что не работало. Я был в новостях, что они сказали, через Грецию можно входить в Евросоюз. Да. Нет? Все это они перестановили. Поэтому, Алекс, сейчас у нас по поводу этой ситуации, конечно, есть много казуистика, большая казуистика. Но поэтому каждая проблема надо решать шаг за шагом. И волшебное слово – это терпение. Я понимаю, что это иногда для клиентов очень трудно это принимать. Но это лучшая рекомендация, которую иногда можно давать клиенту. Друзья, всем привет! Сегодня мы сделаем обзор, независимый обзор, как обычно, продажи этой квартиры.
Мы находимся на Кала де Финистрат. Коста-Бланка рядом с Бенидормом. Бенидорм, я надеюсь, вы все знаете. Итак, квартира 70 метров квадратных, состоит из одной спальни, кухня и зал. 70 метров квадратных. Общая площадь 70 метров. Но, сейчас, значит, вот это сразу я расскажу. Эту стену бы я убрал, сделал американский зал. Просто здесь барная стойка, чтобы была. И как бы открытое пространство. Будет, конечно, лучше. Будет казаться больше сам зал. Квартира мне очень понравилась чем? Очень светлая квартира. Но самое вообще в этой квартире самое интересное – это терраса. Потому что здесь сама квартира вот 70 квадратных метров, но терраса 80 квадратных метров. Это еще одна квартира, только даже больше. Вид на пляж, на Средиземное море, на город и с той стороны на горы. Почему? Потому что это 26 этаж. Представляете, 26 этаж, мне страшно вообще туда смотреть. Что такое Кала де Финистрат? Это такой сильно развивающийся район, да, вот такой, можно сказать, пригород Бенидорма. Ну, это как, даже не пригород, это, можно сказать, продолжение Бенидорма. Сроки действия ВНЖ при пандемии. Вот такой вопрос. Какие сроки действия ВНЖ при пандемии? Это, да, в принципе, то, что когда было объявление повышенной готовности в марте, не было до мая, поэтому было 2 месяца с большой неуверенности. В мае был приказ правительства Испании, который установил критерии, что случается с такими винодельствами, которые действуют до даты, которые находятся в периоде объявления повышенной готовности. Ну, карантин. Карантин, да. Это приказ сказал, что, хорошо, такие винодельства или разрешения с работой, с права на работу или вообще все винодельства или разрешения на работу, они автоматически продлеваются на 6 месяцев больше, если его действие истек в периоде по карантине. Это значит с 14 марта до 24 июня. Или 90 дней, за 90 дней от 14 марта. Значит, с 14 декабря до 14 марта. Тоже это входит на этап автоматическое продление. Когда я говорю автоматическое продление, значит, что не надо особенное решение. Только по приказу так работает. Приказ говорит, что есть автоматическое продление, поэтому не надо ничего оформить чтобы получить это продлевание. Конечно, но надо оформить новые. Значит, у вас это только они сделали для того, что не было нелегальные граждане в Испании, огромное число от них. Но рекомендация и с этого момента тоже через интернет телематически они начали получить заявление на продление, потому что до этого момента даже мы не смогли оформить это телематически. Просто система не работала. Поэтому и они начали работать это.
и потом можно. Надо сказать, какая ситуация бывает очень часто. Бывает ситуация, представь себе, человек, у которого было вид на жительство, действие которого истек 13 июня. Значит, уже 3 месяца назад. Почти 4 месяца назад. И смотри, какая ситуация сегодня. Этот человек не имеет права на продление, потому что срок действия не было внутри периода карантина. Было только по несколько дней, было не периода. Поэтому этот человек просто находится нелегально. Но, конечно, с точки зрения практики, сейчас никто не будет обязывать его уехать. Просто не можно. Но он, в принципе, он нелегально. Поэтому я очень рекомендую, ты знаешь, что есть дополнительный срок, они требуют от вас маленький штраф, и можно продлеваться без проблем. Но это очень часто задают вопрос люди, вид на жительство, действие которого истек после карантина, и они говорят, я слышал, что есть 6 месяцев. Я повторяю один раз и другое. Для вас нет. Закон ничего не говорит об этом. Поэтому, в принципе, но с другой стороны, я думаю, что сейчас, конечно, если есть запрет въезда в Россию и в Испанию, никакой полицейский будет обязывать уехать из Испании. Будьте спокойны с этой точки зрения. Но, пожалуйста, оформляйте документы и возвращайте на регулярную ситуацию. И вот это 80 квадратных метров, огромная терраса, представляете? У них даже здесь вон джакузи они поставили свое. Вот с этой стороны вот горы, просто прекрасный вид с этой стороны тоже на пляж Поньенте, вот на сам Бенидорм. Здесь тоже какие-то гостиницы. В общем, здесь, кстати говоря, русская церковь есть. Вот русская церковь, она где-то вот в этой горе, на этой горе она будет строиться новый храм, да, русской церкви. Здесь что можно сделать? Вот если мы посмотрим рядом здания, они такие очень похожие. Люди на последних этажах застеклили. Вы можете вообще полностью застеклить вот это вот, и получится как вообще вторая квартира. Либо частично. Я бы где-то половину застеклил, потому что, представляете, 80 квадратных метров, это, конечно, шикарно вообще, да, но просто зачем? Зачем? Там у вас 70 метров есть, спальня хорошая, сейчас мы ее посмотрим, и отличный вот такой вот вид на... Здесь пляж на Кал-де-Финистрат, такой он маленький, небольшой, уютный пляжик. Кала-де-Финистрат, вот мы сейчас на Кал-де-Финистрат, до нее примерно вот от этой квартиры, минут 10 вот идти спокойным шагом, вот с полотенцем. И вот она такая бухточка небольшая. Летом, конечно, она наполненная, тут полно народу, всяких туристов и жителей. А вообще она такая уютненькая, да, она так закрывает, больших волн здесь никогда нет. И в то же время, вон он до Бенидорма, здесь тоже буквально пешком дойти, тоже минут 15 вот до пляжа Поньенте. Такой огромный там пляж. Если вам хочется такой огромный пляж, то пляж Поньенте. И все, здесь кафе, рестораны, здесь вся инфраструктура есть. Сегодня начало ноября. Куча народу купаются. Я вообще купался вчера, но я круглый год купаюсь. А вообще вот сейчас, вот смотрите, вот мы в рубашках, вот такая погода здесь. Рыбаки здесь рыбу ловят, благодать. Все здесь есть, и магазины, и банки, и супермаркеты, вот здесь все есть. Единственное, что в этой квартире, про процент потом скажу, в этой квартире в стоимость квартиры не входит гараж.
Да? Ну, парковочное место, я имею в виду. Не парковочное место, не вот как трастеро, не знаю, как по-русски, в общем, куда складывать вещи. Такой хозблок, да, внизу обычно, вот туда не входит. Но хозяин говорит, что здесь продают вот эти парковочные места за 10-12 тысяч. Вот так вот, если можно купить. Ну, в принципе, здесь с парковкой проблемы только летом. Потому что летом приезжают много туристов, а вообще-то здесь на улицах прям люди прекрасно ставят, все нормально. Какие здесь еще преимущества? В спальне, ну пойдемте в спальню посмотрим. Видите, как здесь все сделано. Мне, если честно, даже страшно подходить. Ну, 26 этаж, блин. Тут и бассейн есть, и ну, вся инфраструктура, такой небольшой парк, да, огороженный, естественно, это вот урбанизация. За каждый месяц платится за урбанизацию 60 евро. Ну, немного. И 350 налог на недвижимость. Тоже ну, нормальные цифры, то есть такие. И вот, значит, в зал можно зайти, вот два выхода на террасу, да, вот эту огромную террасу. Терраса, это, конечно, просто сказка, если честно. Мне очень нравится. Значит, небольшая кухонька, ну, кухонька, вы сами знаете, здесь это только готовить. Да, вот если вот здесь это все убрать, вот эту стену убрать, и будет просто барная стойка. Здесь приготовили, на барную стойку поставили, там табуреты стоят, или стол поставить, я бы стол поставил. Ну, понятно, за столом, за табуретом есть. Здесь, что здесь есть? Ну, вот здесь всякий нагреватель, стиральная машина, вот так вот. Это 26 этаж, это предпоследний этаж, потому что это не последний. Я почему это говорю? Потому что последний этаж, с одной стороны, хорошо, вам по головам никто не будет ходить, но с другой стороны, последний этаж в Испании очень сильно нагревается, и ну, приходится сильно кондиционировать, и это электричество. И спальня. Большая достаточно спальня с вот этими встроенными шкафами. Вот. В принципе, я смотрю, вот эту квартиру не обязательно делать ремонт. Конечно, я бы просто покрасил, освежил, да, но ремонта как бы здесь и не надо. Ну, какая-то мебель есть такая, в общем, нормальная, можно жить. Я такой, в общем, не сильно притязательный, я бы жил так нормально. Вот. Кровати, 2 кровати. Вот. Но самое интересное, это вот отсюда, вот этот вид с 26 этажа, эти панорамные стекла. То есть это вот огромное пространство можно смотреть с 26 этажа. Какой здесь есть минус? Минус, то есть о плюсах поговорим. Плюсы здесь, это рядом с пляжем, ну, естественно, никаких машин здесь дойти прям буквально 10 минут, да? До пляжа пешочком. Взяли этот раскладной стул, дошли. Маленький такой пляжик, но он уютненький, такой симпатичный. Но минус в том, что здесь вот ну не напротив, ну буквально там может быть сколько, 200 метров перед пляжем построено было строительство и построили вот это здание. Вот. Это строился отель. И его не достроили. Вот мне хозяин квартиры рассказывал. И проект был на 11 этажей. Построили 22 этажа, естественно, и пока строили, там что-то несколько вот этих каменщиков погибли, там 3 человека, что ли, погибли, и закрылось это все. И это уже что-то больше 10 лет стоит. Они судятся, то есть, естественно, жители говорят, надо либо снести это здание, либо достроить его, там суды, пересуды, и оно как бы не очень симпатично смотрится. Ну, я думаю, это минус, конечно, но когда-то это закончится, оно же не может здесь вечно стоять. Либо этот отель закончат, либо его снесут. Не могут всю жизнь эти суды длиться. Но пока что вот оно такой каркас некрасивый стоит. Это, конечно, минус. Цена этой квартиры 143 тысячи. На мой взгляд, очень адекватная, даже вот во времена этого кризиса. Вот я сказал о плюсах. Эта терраса – это огромнейший просто плюс, на мой взгляд, потому что здесь не то, что вообще столько лежаков можно поставить, я не знаю, здесь комнату сделать, кабинет сделать, вообще, насколько у вас фантазии хватает. И да, и на террасе вашей ничего нет, то есть следующий этаж, последний который этаж, он над квартирой. Здесь, то есть, вот это ваша вся терраса.
Вот видите, как вот здесь вот, это вот так же и у вас. Никакого шума, никаких машин, конечно же, здесь не слышно. 26 этаж, понятно. Виды красивые. Ну, вот так вот. Да. Когда уже появилась возможность, надо уже сразу идти и начинать вот этот процесс обновления документов. А так, конечно, никто это выдворять из страны не будет. Ну, это понятно. Я считаю, Алекс, что просто надо объявление законодательства. Я думаю, что было бы, если мы сейчас, очевидно, что мы видим сейчас какая ситуация. Я думаю, что не будет, это мое мнение, гражданина, не адвоката, гражданина, не будет карантин полностью, чтобы оставаться дома, но будет эти меры закрывать рестораны, закрывать бары, общественная жизнь. Поэтому я считаю, что было бы целесообразным принимать новый не закон, а декрет или приказ, который разъясняет все эти ситуации, или просто который продлевает такой срок, когда тархета виножительства потеряет действие внутри этого периода, тогда можно, есть автоматическое продлевание. Я считаю, что тоже так, это не дает так много работы на властях. Просто есть автоматически, по закону. Даже не надо выдавать решение. Поэтому удобно властям и удобно гражданину. Какие исключения предусматривают приказы испанского государства, касающиеся запрета въезда в Испанию? Ага. Ну, типичные дипломаты, все персоналы, которые имеют работу очень специфические. Конечно, люди, которые имеют вид на жительство в Испании, они, конечно, могут ехать в Испанию. Даже, как я сказал, это клиента, которая приехала из Петербурга, которая потеряла документ, она приехала с визой, конечно, потому что она не смогла приехать с ксерокопией вид на жительство. Но ксерокопия вид на жительство, конечно, было подтверждение, что было один из обстоятельств, которые она должна сильно подтверждать у консула, чтобы получать визу и чтобы авиакомпания разрешает ее приехать. Она тоже показывала, что есть другие документы, где был такой номер не самого таргета. Но есть, когда, например, это другой пример, который я дал тебе от Петербурга, это брак, который мужу не разрешали быть в самолете. Конечно, когда он уже получил документ, сертификат, справку, по которому он сможет лететь с Петербурга в Барселону, потому что ее жена будет родиться. Будет новый член семьи, будет приехать в свет. Поэтому это очень ясно. Это семейная причина. Сейчас не нахожу слова на русском. Но надо сказать, что это один главное исключение для нормальных людей. Это когда есть очень важные семейные причины. И тоже, и последние условия, когда есть сильные необходимости, которые подлежащие подтверждению. Это тоже очень абстрактные понятия. Но, конечно, ты видишь, что очень... И тоже есть, может приехать люди, у которых есть
визу на изучение, но долгосрочное. И, кроме этого, это надо быть учреждение, обучение, которое дает диплом. Это значит... Государственный. Ты не можешь... хочу, я буду приехать в Петербург на язычный центр государственного университета, и я буду изучать интенсивный курс русского языка 2 месяца. И так у меня есть возможность наслаждаться отпуском в Петербурге. Нет, это не наоборот, точно не можно это делать. Поэтому сейчас причины очень строгие, очень... Давид, а если такая причина лечения? Лечение, человек едет в Испанию на лечение. Это причина? Очень хороший вопрос, Алекс. Но, к сожалению, мне кажется, что настоящее законодательство дословно я не нашел эту причину. Но я думаю, что можно видеть на последнем, о котором я рассказал, когда есть крайняя необходимость, чтобы приехать. Тоже какое лечение, где? Может быть, я предусмотрел, я думаю, что это, предполагаю, что это было бы на частном учреждении. Да. Если это было на публичном, я думаю, что санитарные власти сейчас в Испании не принимают больше. Тут своих больных хватает. Поэтому, очень хороший вопрос. Надеемся, что можно давать лучший ответ на следующий раз. Ага, хорошо. Так, дальше. Можно ли оформить нотариальные акты, в которых одна из сторон сделки свяжется с нотариусом и с другой стороны по Zoom? Нотариальный акт вот можно так подписывать по Zoom? Я лично по Zoom выступал в качестве переводчика русского языка 3 раза в течение 4 месяца. Было очень часто. Клиент был, например, в Малаге или в Аликанте. И есть момент, когда подключаемся с нотариусом и показываю мой ДНИ, удостоверение, и тоже удостоверение адвоката. Тогда нотариус может по другим способом он может подтверждать, что я адвокат и что я являюсь я. Поэтому, но это проблема, конечно, это вопрос идентификации, очень важно. Но надо сказать, конечно, телематические работа приехала на наши жизни, чтобы оставаться. Это очень ясно. Это уже надолго. Да. Я думаю, что навсегда. Есть новое регулирование в Испании. Это было принято месяца назад. И это регулирование продлевает до июня 2021 года телематические обращения с судами. Это закон, но на практике дело работает по-другому. Пример. Ты знаешь, что мы в Испании, в России тоже, мы, адвокаты, когда мы выступаем перед судом, мы надеваем мантию. Именно мантию они запрашивают, есть запрет одевания мантию до июня следующего года. Значит, что когда есть судебное заседание, мы не можем использовать, если мы хотим использовать мантию, должен быть свою мантию. Это только первый пример от того, что от таких мер, которые власти в Испании решили применять. И касательно адвокатов, они говорят, что будут оформлены по Zoom все процессуальные действия как можно. Хорошо, это теоретически, но на практике я только сделал по этому систему
3 или 4 в этом месяце. Это было только за показания. Я думаю, что мы еще не готовы для этого. И суды тоже нет. Мы говорим, если мы говорим о уголовных разбирательствах, например, там это исключение. Они говорят, что подсудимый, конечно, он лично должен быть перед судом, лично, и, конечно, защитник. Я не могу просить моего клиента быть там одним, и я удобно из дома, поэтому, кроме этого, это регулирование, кроме того, что устанавливает некоторые меры касательно коронавируса, тоже говорит, что в неопределенном сроке правительство будет принимать новые регулирования касательно нотариальных актов. Поэтому мы ждем в Испании закон, который будет регулировать именно эта возможность оформить нотариальные акты через Zoom. Если, например, в этом случае, где я выступал переводчиком, хорошо, у меня есть цифровой сертификат, поэтому я смог тоже отправить нотариусу документ с моим цифровым подписанием, и это действительно действующий. Но если у вас нет цифрового сертификата, я думаю, что нотариус не принимает. Но надо ждать, когда будет это закон. Абсолютно. То, что сейчас, например, я считаю, что сфера, в которой нотариусы больше работают по Zoom сейчас, это когда они присутствуют в Бостихках на собрании коммерческих обществах, например. Сейчас есть, я не специалист на коммерческих вопросах, но я знаю, что собрание партнеров, собрание участников общества сейчас чаще и чаще сделаются через, например, Zoom или Teams или другие из этих приложений. Давид, большое спасибо за сегодняшний разговор. Давай договоримся, если ты узнаешь о каких-то новых законах, новых поправках, да, о которых вот ты сейчас сказал, что сейчас это начинается, ты обязательно меня оповести, чтобы мы сделали новое видео для наших зрителей, чтобы они тоже первыми, вслед за тобой, первыми от тебя узнали об этих поправках. Хорошо? Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы в комментариях, если они появились. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили оповещения о новых видео. Всех обнимаю, у вас обязательно все получится. Всем пока.